Всем привет! Сегодня я покажу обновления, какие нововведения есть. Так, добавлю камеру обычную, Cinematic, чтобы вам продемонстрировать изменения. Итак, для начала добавляем камеру. Первое, что я улучшил, это помощь в создании скриншотов. Представим, у вас есть секвенция, New Level Sequence. Мы ее выбираем. Выбираем размер вашего скриншота. Samples for pixel, то есть, к примеру, 150. И также в постпроцессе также заменяем Samples for pixel patch tracing. Тоже 150 выставим. Здесь добавлена кнопочка «Запись». И есть стартовый фрейм и когда остановить. Например, нам нужно сейчас 5 кадров получить. Начинаем мы с нулевого кадра. И делаем play. Да, когда активирована кнопочка Denoising в патч-трейсинге, рендеринг работает медленней. Это у нас первый кадр. Второй кадр начинается. Сделали мы сейчас на 5 кадров. Готово. Итак, проверяем. Да, получили мы сейчас с вами 5 кадров. 5 кадров. И довольно чистое изображение, но чем выше делаете качество, тем дольше делается рендеринг. Обязательно проверяйте настройки перед рендерингом. Далее, что еще нового добавилось, это изменения коснулись метода растеризации.
представим, что у нас есть режим Facebook. И сделаем разрешение 7000 на 4666. Так, когда метод растеризации, мы отключаем лишние камеры, чтобы они нам не мешали. Нашу камеру мы приоттачим которые у нас в секвенции. Которые у нас в секвенции. Так. 7000 на 4666. Проверяем. Делаем рендеринг. Сохраняем. Ну ладно, не суть. Сразу вы можете увидеть, здесь пиксель отсутствует. Здесь скорее тоже. И здесь тоже. Черная полоска — это пиксель. Что нам нужно сделать? Получается, что это идут окна. Окно 1, окно 2, окно 3. Проблема у нас идет в смещении третьего, четвертого, то есть четвертого, пятого и шестого окон. Нам нужно их приподнять. Давайте это сделаем. Добавим минус 1 пиксель, минус 1. И попробуем отрендерить заново. Да, мы избавились от лишнего пикселя. Он нам не мешает. Поэтому это очень хорошее добавление, вам придает удобство для работы. А это если решили просто поменять изображение немного, то есть сместить все окна, они получают смещение. То есть если какое-то смещение, корректируйте положение для ваших окон. Закрываем. Эту мы можем оставить. Следующее дополнение это как небольшое превью для ваших кастомных проекций. То есть добавлен новый актер. Заходим в виджеты и Custom Preview. И мы получаем в режиме реального времени наши камеры, которые у нас подключены здесь. Что мы должны сделать? К примеру, у вас есть проекция на 4 окна. Получается, вы просто меняете окна в любом положении, которое вам нужно. И также размеров. Представим, что у нас размер 4000 на 4000. Ну, слишком много взял. Давайте 2 на 2. Это просто пример. Без окон третьего и четвертого. Нет. Без окон таких, да? Но лучше, конечно, их по номерам расположить. Третий. Давайте тогда третий сюда. И четвертый вправо. А пятый, шестой мы уберем. Итак, получается первое, второе, третье, четвертое.
Представим минус 90 градусов. Даже давайте-ка сделаем вот так. По длине 4000 на 1000. Вот так. И проверяем. Это у нас идет окно 3. Вправо. А это окно 4. То есть это здесь. Это бэк. Бэк, скорее всего. Да. Сейчас проверим. Да, все отлично. То есть представим, что у вас есть 4 окна. Мы настройки сохранили, то есть они у нас здесь указаны. Поэтому что нам надо сделать? Теперь переходим в нашу камеру. Так, сейчас. И просто вводим все те же значения, которые у нас есть. 4000 на 1000. Затем Image Window. Получается, располагаем так, как там указано. 1000, 1000. Второе окно 1000. Здесь тоже. Здесь 2000 по 1000. Пятый, шестой мы скрываем. Готово. Далее, что нам нужно сделать? Для начала выбрать Custom Multiscreen. У нас идет 4 окна. И нам нужно добавить настройки. Раз у нас 4 окна, значит последнее мы убираем. И добавляем наши настройки отсюда уже. Получается, что первое идет минус 90. Минус 90. Вторая идет по нулям. Третья идет 90. Здесь по нулям. Четвертая идет минус 180. Здесь 0. Так, сейчас проверим. 3, 4. Все это мы можем убрать. Здесь 4000 на 1000. Получается, что 4000 на 1000. Что в итоге мы получаем? Мы получаем
нашу кастомную проекцию со всеми окнами. Так, здесь у нас привязано, видимо, к секвенции. Так, сейчас проверим. Да. Также смещение окон, все работает. Сейчас вы получили пользовательскую проекцию с такими вот корректировками. Поэтому это в целом довольно удобно. Если вам нужно сохранить ваши полученные данные, либо можете так сохранить, как бы в этом экторе, либо данные добавить в структуру. Projection структур. То есть просто добавляете к проекциям. Например, 4х1. Потом создаете данные и сохраняете. Минус 90. По нулям. Третья камера 90. И четвертая камера минус 180. Это мы закрываем. Да, здесь также мы добавляем 4х1. Сохраняем, закрываем. х1. А далее уже добавляем новую как бы проекцию у нас. В принципе, вы можете это скопировать из любой проекции данные. Так, сейчас. Как подогнать значение окон, я вам это сообщу в будущем. Пока это нам не нужно. Я постараюсь это рассказать в других уроках, как автоматизировать изменение размера. Так, сейчас. И пишем, значит, первое окошко у нас по нулям положение. И размеры у нас, в принципе, были все одинаковые. Поэтому для всех размер будет 1000 пикселей. И размеры 0,0 для первого окна. Для второго идет 1000. Потом, видимо, 2 и 3. Остальные окошки нам не нужны, потому что мы их не используем.
Так. И подключаем к 4х1. Закрываем, проверяем. К примеру, выбираем Facebook. Так. Раз. Это у нас проекция Facebook. Проверяем нашу 4:1. Но здесь... 4:1. Сейчас. Да, нужно было... еще забыл свойства исправить. Сейчас. Скопируем тоже также любой код какой-нибудь проекции. Четыре к одному. 4:1. У нас 4 окошечка. Четыре к одному. Construction script. Здесь должно исправиться уже было. Так, проверяем. Facebook работает 4:1. Отлично. Вот и наша проекция, которую мы сохранили. То есть в целом ничего сложного. Как потом подогнать по нужным размерам, я думаю, выпущу отдельный урок. Но в целом пока вот так делается кастомная пользовательская проекция. Да, например, сейчас у нас изображение подготовлено для 4000 на 1000. То есть просто пока вам расскажу. Чтобы это автоматизировать, выпущу отдельный урок. Но если вам сейчас уже это необходимо, вы просто заранее делаете под нужный размер ваши окна. То есть если 8000 нужно, делайте 8000 на 2000. Меняете размер окон, меняете размер здесь размеры и меняете здесь в строке, которую мы только что добавили. А пока у нас 4000 на 1000. И превратим это тоже в функцию 4х1. Все, вот так и создаются пользовательские проекции. Пока у меня больше ничего нового нету. Спасибо вам за внимание. Всем пока.